еще я хотел найти Тайтхантера. Да. Увы, как говорится. Увы и ах. Муэрта. Муэрта. Перекачка в силу. Ладно, пускай. Что ж, пускай. 300% критического урона. Перезарядочка в 4 секунды. Имба? Ну да, по сути да. Опять комары прилетели. Комарики на воздушном шарике. Давно на мастере не играли. Погнали стакать урон. Он из-за того, что отхиливается, и у него базовый дэмэдж огромный, он переигрывает. И, ну, были бы чаще баши, он бы переиграл. Эх, жалко, не будет работать Assassinate. Это, к сожалению, тоже. Все бесполезно. Сплитшоты. Сплитшоты под мастера шикарненько. Пока брать не хочу, нет смысла. И так нормально. Бля, сплитшоты мне не зарешают на дуэли. На крипах в лейт пойдет. Походу опять неправильно поставил. И все поставили на него. И походу зря. Кстати, да, либо ему нужно было подойти, чтобы она настакала, а потом нажать трампл. Там было бы как раз чуть-чуть побольше дэмэджа, но и так неплохо. Сначала прохарасил трамплом, хреново то, что она башила. А там оцепенение получается. И он в этот момент не может бежать. Но у него есть талантик. Трампл защищает от замедления и от оцепенения. То есть баш, получается, на него не будет действовать? Или будет? Возможно, нет. А я поставил 1 голды? Серьезно? Не успел переставить. Рики через Giant Strike и Doom. Да блин. Он по мне лазит. Можно, конечно, под эту страту взять свирепость, чтобы было больше скорости атаки. Все-таки херово то, что урон режется. Но там дальше будет хотя бы 85% урона, уже неплохо. Вначале там всего лишь 55% урона со 106 падает до 36. Нормально. Мне кажется, лучше и выйти в силу как раз, чтобы было больше урона. Скорость атаки, конечно, маловато. Где ты работаешь? Нигде. А что?
Это важно. Да, тут пока нет шанса выиграть. Конечно, херово осознавать, что у тебя не хватает урона и нет нужного подсейва. Разбить варды проблематично. Хуя на лоре мейнрейшн сейчас. Да там без разницы, блядь. Я не знаю, при каких обстоятельствах я выиграю, блядь. Ладно, слушай. Я даже Да, знаю, там что шанса вам было что немного. чтоб я выиграл, блядь. 3 в рейсбенде, серьезно. Интересно, что у нас там с уроном 111? Но у него могущество. А, там 2700 рейта. Нормально. Но здесь Рики вряд ли выиграет. Большие сомнения. Да, 3 козы слишком большой имеет КД пока. Блин, по-моему, не особо имеет смысл брать Enchant Totem. Нет! Да блин, ну что такое? Шадориан переиграть тяжело, но чуть-чуть не хватило его шотнуть. Буквально чуть-чуть. Там, получается, можно было бы все-таки не нажимать. Я думал, он уйдет. Шадориан сразу он не ушел. Он, получается, ушел после реинкарнации. Если бы я нажал после реинкарнации, я бы выжил. Ну да, неплохо так режется урон. Ну да, это 55% урона. Где взять деньги? Ни одной дуэли. Ставки 3 в 3. Грустно. Ну, там обратки нет. Хоть есть False Promise. Мне кажется, вряд ли он выиграет. Ну да.
Уже 53% сопротивления магии, если взять еще и талант. Взять терпеливость. Отречение. Взять еще что-нибудь, типа, либо пайп, либо шраут. То в лейте можно неплохо так защититься, а? Прям хорошо. Next. Да, думаю, будет. А что? Это вопрос на то, чтобы поиграть? Пусть ваншот. Ну, не ваншот. Чисто куснул за попку. Загадывать не будем, но я думаю, next будет. Нужна скорость атаки. Да куда ж ты в обратку бьешь? Тихо. Лол. Там спокойно можно переждать обратку и потом убить. Подожди, а у него шарда нет. А зачем стрим снайпить? В чем смысл? Да, скорость атаки у меня вообще нет. Отсутствует скорость атаки, отсутствует. Ой, бежать, Войт. Войт, ты куда? Лол. Изи. Самая легкая дуэль в мире. Войт понял, что у него нет шанса. Он просто это осознал. Не, вариант не в пати. Если я создаю лобби, просто закрытое лобби создаю и все. Там уже люди остальные залетают. Именно в закрытое лобби. Просто в закрытое лобби. Ну, по сути, то же самое пати, но просто что... Когда человек знает пароль от закрытого лобби, тогда он благополучно залетает и играет вместе. Просто игра соло, и здесь... Если ты играешь в пати, это не говорит о том, что ты вместе. Для этой игры пати не нужно. Чего? Да. Че он хекс не кинул? Помянем. Еще одного помянем. Что вы творите? Ну, Войт явно не ожидал такого урона 100%.
Он думал, типа, Рики-то легко. Но уже 500 урона. Получается, уже это могущество в троечку, походу. Ну, может, в двоечку. Подожди, у Вайда сколько рейта? 1500. Ага. Хорош. Ого, там урона. У него воин. Прикольно. Воин тоже неплохо. Подожди, а если я включаю сплитшот, я ж не могу ударить все варды, получается. На них этот эффект, получается, не действует или действует. Даже ни разу не проверял. И он все равно проиграл. Что творит Battle Trance? Он наконец-то нажал его. Он понял, что Battle Trance спасает ему жизнь. Но я в любом случае думаю, что он не нашел его на рандоме. Хотя возможно, конечно, но мне кажется, все-таки он нашел его для того, чтобы выжить. Как еще? Как иначе? Нормально. Нормально, нормально. Да. По-моему, я сотворил какую-то дичь. Я опять не ту кнопку нажал. Хотел нажать В, нажал 2. Да. Обида. Ну ладно. Сегодня мы тупим. Ну, не то, что тупим, я мискаликнул. Ладно. Ну, тут тяжело переиграть. Подожди, у него был Doom. Или я не там... Я не туда смотрел, что ли? Подожди, у него уже был Doom. Или не было? Ну ладно. Тут нужно сначала отойти. Потому что Unrage нажимается, и Unrage никак здесь перси не убью, тем более в кучу. Как его убить? Ты сам себя убьешь. Но нужно переждать, либо нажать Bloodthorn. Bloodthorn поможет. Не сильно, но поможет. Не знаю, почему, но хочется поверить в него, не знаю. Фига себе, там его разнесло. Ого. Нормально. Блин, это бегущая ящерка, конечно, это жесть. Хотя у него урона с руки немного. У него великий маг и силач, и все. Интересно. Он брошку нажал и сдох.
Хорош. Здорово. Он просто нажал брошку и сдох. Но у него скорость атаки 1.70. Понял, что у него маловато шансов. Ого, ну там лишь рак, конечно, жесткий, согласен. С Олежком жесткий. Тут нулифайр против него надо. Он на индийске выживает, подходит, ты исчезаешь. Не, если получится отхилиться, если будет куча хп, да, возможно, есть шанс выжить. Но далеко не факт, конечно. Но выжить можно. А сплитшот работает с мастером нормально, потому что здесь категория урона атака, твоя атака разлетается, а у тебя за счет вех, за счет того, что ты выходишь в силу, устранение подвоено хорошо смотрится. Вот смотри, 800 урона, сплитшот бьет по всем. Работает замечательно. Просто изи. Сплитшот — это одна из самых сильных способностей для мастера. Именно в лейт. Потому что ты бьешь все цели. Особенно на медузе. На медузе вообще нереально. На мне тоже неплохо, потому что ульта МРТ добавляет магический урон. Ты активируешь сплитшот, и ты бьешь всех как раз ультой МРТ. Это имба. Ну, почти всех. Там ганслингер срабатывает. Сплитшот не будет раскидывать по всем ульту МРТ. А вот ганслингер, да. Я не успел. Он меня не пробил. Фух. Надо за то, что у меня хотя бы отхил есть. Он пока настакает свои фурики. Полчаса пройдет. У него 60 стаков санкоста. Неплохо. Мне кажется, если бы у него был бы шарт, и он бы отошел, было бы, наверное, чуть побольше шансов, я думаю. А, скушал. Я услышал этот звук. Неужели у него варда не было? Серьезно? Такого быть не может. Думаешь, я тебя не увижу? Я в любом случае увижу. Конечно, ганслингер точно работает с мастером. Категория урона атака. И любая способность, в которой написано, если категория урона атака или смешанная, то работает с мастером. Если это отсутствует, если категория урона заклинания, то не работает. Фервар тоже работает за счет шарда. Там разлетается тычка и работает идеально с мастером. Но недавно. Довольно-таки недавно играл на этом. Ой, как его? Чтобы не сбрехать. На тролле. Потом как-нибудь выложу. Бабочка? Вот зачем мне бабочка? Бабочка занимает слот.
Она абсолютно не нужна, но бесполезна. Она, возможно, имеет смысл только в том плане, если ты пытаешься вернуться от суммона. Но так бабочку можно переиграть МКБшкой. Блаторным. Изи. Вот про что я и говорил. Фервар за счет шарда. Шанс дополнительной атаки 20% плюс 3% за эффект. Шанс дополнительной атаки. Ну, вот, кстати, Кристаллис мне не нужен. Бесполезный предмет. Почему не покупаю? Потому что один логический ответ, потому что бесполезно. Да и просто не нужно. Тут надо самому покупать предметы, потому что некоторые предметы смотрятся useless из-за одной причины, то что они занимают слот. А есть и предметы, которые лучше. Даже, конечно, если так учесть, Раска, она дает тебе хп, дает отхил, но не всегда нужно. 100% не всегда нужно. Мне нужна брошка. Брошка больше смысла имеет здесь. Блин, опять выиграл, да что такое? Я надеялся, все-таки он переиграет. Уях! Конечно, столько мне не нужно. Но я в любом случае могу поменять себе этот. Хедшоты можно оставить, но в них нет смысла на дуэли, конечно, логично. Эти способности я могу оставить. Потому что это разлетается, это тоже разлетается, но они не стакаются вместе. Брейк не дает Феррору увеличивать скорость атаки, потому что здесь написано вызывает разделение атаки и не может быть вызвано разделением атаки. А как это работает на Феррора, не знаю. Ну, под ультой МРТ, конечно, урона до хера. К сожалению, она длится недолго, поэтому... Охрёстно. А как она уходит 2 раза шударялом? Или мне показалось? А, там была книжка. Странно. Надо еще нулифар взять против ветров хотя бы. Ветра и диск, он просто выживет за счет того, что... Ага, Рики нашел имбу, да? Не, ну Бору там, конечно, и неплохо, но... Нормально, кусь за задницу. Называется добегался. На, два раза крит вылетел, что? Откуда там 2 крита? Это походу Ганслингер сработал, 2 тычка вылетела, 2 крита вылетело, нормально. Что-то он как-то быстро бьет. 0.23. Что так быстро? Псих?
Против него идеально зайдет как раз книжечка, я почему-то не взял. Я забыл, что тут есть она со своими Shadow Realm'ами. Неплохо так режется урон. Получается 8. 210. Нормально. 218 урона. В минус. Так, бам. Ну ладно. Не страшно. Хотя тут каким-то чудом, если попытаться либо сразу его убить, либо пережить. Потому что первый источник урона... А, да? Опа, вот и имба. Он кинул одну кнопку, один предмет и все. Потому что дуэлист защищает, потому что голем увеличит хп. Как раз под его урон. Торчерка под пульсного, он только кидает на него ветра и все. Минус айндиск, минус ветра, минус лицо. Овердрайв норм, это если ты понимаешь, что у тебя изначально есть огромное усиление урона. И ты можешь сразу убить. Но это далеко не имба. На крепачках смотрится хорошо. Я бы даже сказал, замечательно. Подожди, там был вард, что ли? Как я его увидел? Подожди, у меня агоним получается бесполезный, да? И если что-то найти по Borrow Time или Enrage. Так, по сути, да. У меня особо имеет смысл. Мне нужно идти в силу, чтобы было больше хп, чтобы в лайте за счет жира, за счет отхила большого выживать. Потому что под мастером статы-то увеличиваются на 50%. Это уже хорошо. Да и сверху голема можно найти. У меня брони нет. Но вся суть того, что я качаю силу, чтобы было больше дэмэджа с руки. Чем больше хп, тем больше урона под устранением. Фист? Какой нафиг фист? Мне кажется, фист бесполезный. Tag Team. Здесь, кстати, категория урона атака. Усиление способности не работает на эту способность. Логично, поэтому эта фигня работает с мастером. Замедление передвижения. Но немножечко не то. Блин, тут вард нужно ставить. False Promise. А, я понял. Что ж, easy. False Promise. На рандоме. Я точно на это не рассчитывал. Просто False Promise на рандоме. На, покушай.
Так всегда происходит. Как только тебе что-то падает на рандоме, значит игра хочет, чтобы ты выиграл. Смотри, тут же у нас с огнем, получается, интервал атаки 0.25 падает. Тоже неплохо. Вот свирепость как раз изи. Че я свирепость не взял? Блин, я забыл, что у меня свирепость вкачана в двойку. 12% урона. Да, сильно скорость атаки не увеличится, но тем не менее неплохо. Блин, что бы сюда засунуть? Что так много урона дает? Но у меня страта плюс воин устранение. Эта связка дает слишком много урона. А если в троечку, то там вообще жесть. Это еще мало. Кто он? Что он пишет? Не пойму. Кто мне может объяснить, что этот чел пишет? По-моему, этот чел пишет какой-то бред. Просто взять сатаник. Да, я делал 58 скорость атаки, а что? Что ты спрашиваешь? По-моему, так логично, это что это был я. На брутмазер. Там больше не получится, там нереально сделать больше. Это если как-то получится настакать бравлеры побольше, да, чтобы ты стоял, тебя не пробивали. Хотя бы стаков 500. Тогда можно сделать, мне кажется, 1070, возможно. Но тяжело, крипы пробивают. Нет страты, чтобы... Нет той самой прям хорошей страты, чтобы позволяло тебе выжить на крипах. А, блин. По-моему, этот чел точно не русский, потому что пишет бред какой-то. Явный бред. Я хочу сейчас посмотреть, сколько будет под False Promise. Анонимным False Promise, сколько будет скорость атаки. Я думаю, 0.12, наверное. Примерно. Не, 0.15. Ну, не сильно порезалась. Блин, опять никсы. Хорошо, хоть без дуэлиста. Почему сегодня всю, ну ладно, пускай всю игру, там, весь стрим, вот такое вот дерьмо. Но у него спины нет. И предыдущие были с дуэлистом со спиной, энрейджа, по-моему, не было. Не, Урса был с энрейджем, но без дисперсии со спиной Бристлбека. Это с дисперсией, но с хиллером не так много защиты. Тем не менее, все равно имба. Устранение увеличивает урон за счет хп. Там плюс 8% урона. Именно от количества хп. Что? Дум зарешал? Серьезно? Просто вот так вот зарешал Дум? Ладно. Поверим.
Уже 2К урона есть. Кстати, скорость атаки неплохо увеличится под фервером. Не бесполезная кнопочка. Можно благополучно заменить и это. 4 секунды КД. Тем более против Рики особо не Всем нужно. удачи, счастливо. Удачи. Взаимно. Ну, Рики жесткий, у него Doom с Borrow таймом. Я-то могу выжить. Воспромись один диск. БКБшка, кстати, точно не поможет. Нормально, еще один крит. Интересно, это работает? Ну да. Стрела все равно шотает, даже под мастером. И это и логично. Это как... Как это называется? КП ремувал. Да, под ультой МРТ, конечно, поприятнее урон. О, а шот ваншот. Здрасте. Сейчас, кстати, должно быть шарах-бабах. Ну, хотя мало урона. Маловато. Ничего не падает. Артик берут для дальности атаки и чё? Понятно, просто шотнуло. Не, ну Рики это Рики. Тут само по себе напрашивается, что Рики будет шотать. Подожди, у меня сопротивление эффектом 43%. Не, ну думом, конечно, но, блин, неприятно все-таки осознавать, что Рики просто тебя берет, шарах-бабах, и тебя нет. Тут просто надо фолс промис нажимать сразу. А, он в себя кинул дум. Гений. Себя дум это гениально. О, ну эти криты получше будут. Однозначно. Гораздо. Он слишком быстро заканчивается, слишком быстро. Да блин, опять вард надо ставить, да что такое?
Дарк Вилла отключается. У Рики даже 2 проклятия, ему вообще насрать. У Рики все замечательно. Не, вард в любом случае надо покупать, потому что, чтобы ты понимал, он меня может убить, и гем тогда пропадет. Тут либо нужно оставлять на этот гем 3200, просто оставлять. Он мне даже айн-диск не может выбить. Да, блин, что я сую. Всем вообще похер. 3 проклятия, 10 проклятий. Я все равно могу дефать, да? Изи вообще. Он как будто не ощущает. Я понимаю, почему он может выжить. Потому что это Рики через Giant Strike, у него как раз вехи на урон, у него даже максимальной скорости атаки нет. Он просто прыгает и шотает крипов. Вообще изи. Алло, блядь. Урон где? Оно не пробивает. Bye, have a beautiful time. Легкая, спасибо за игру. А и все, нам тут кранты однозначно. Тут не выжить. Нет, брошка не пробивает, когда он уходит в Trick of the Trade. Это сломанная херня. Если он будет бить рукой, просто рукой, подойдет и будет бить рукой с брошкой, тогда пробьет. А в ульте МР ты Рики не пробивает.